Привет, я Юля Сайфен, художница. Берите чаек, кофеек. Сегодня я рассказываю о гуаше. У меня особое отношение к этому материалу. Я закончила художественное училище, оформительское отделение. Все годы обучения в училище, задания технические по композиции, шрифтам, цветоведению я выполняла гуашью. Это было в начале 90-х годов. Компьютеров на нашем дизайнерском отделении еще никто не видел. В возрасте 9-10 лет я писала гуашью в художественной школе. Поэтому, если у меня в руках гуашь, которой я могу очень ровно красить, я радуюсь как ребенок. Я разделяю гуашь на 3 типа. Художественная гуашь выпущена специально для художников. Мастер-класс, Эпинокс, Ренессанс, Гальбейн. Дизайнерская гуашь для оформителей и для иллюстраторов. Winsor & Newton. Таллинс плакатная. Daler-Rowney. Шинхан Color Design – это гибрид акварели с гуашью. Шинхан Designers. Гуашь для хобби и детского творчества. Еще такую гуашь называют красиво студенческая линейка. Минки Академии. Art Creation Royal Talents. Артеза. Гуашь фирмы Карандаш в кюветах можно также отнести к этому типу. То, что называется непрозрачная акварель, можно тоже смело назвать гуашью. Это краски Пеликан. Об этих 3 типах гуаши следует говорить отдельно, а сейчас основное общее у гуаши. Водорастворимость. Это значит, что оставленную засохшую краску на палитре легко размочить пульверизатором или же просто кистью, смоченной в воде. Легко в листе переписать какие-либо моменты. Можно просто размыть кусок, высушить и продолжить работу сверху. После высыхания гуашь имеет бархатистую поверхность, на нее легко ложатся карандаши. Для тех, кто пачкается и любит помогать себе писать пальцем, гуашь легко смывается с одежды, рук и кистей. Засохшую гуашь на кистях легко размочить и смыть. Я неаккуратная художница, у меня часто испачканы стены, мебель, поэтому водорастворимый материал для меня выход из ситуации. Это отличный материал для работы в помещении, потому что он не имеет резкого запаха и не вреден. Самая лучшая гуашь – это пигмент, гуамерабик и вода. Для того, чтобы краска при высыхании была матовой, в составе есть белила. Пигмент – это красящие вещества. Гуамерабик – это твердая прозрачная смола, состоящая из сока различных акаций. Эту камедь также принимают в пищу. В производстве гуаши также используют декстрин – порошкообразное вещество, которое получают из картофельного или кукурузного крахмала, что так же, как и гуамерабик, является пищевой добавкой. По этой причине, помимо меня, в моем доме есть еще кое-что,
что очень любит мою гуашь. Это плесень. Лучшим способом было бы какое-то предотвращение появления плесени, потому что когда она уже появилась, следует выбросить эту банку или очистить полностью эту ячейку, что я и сделала позже. Во всех современных красках есть консерванты, гуашь не исключение. Лишний раз банку не залажу. Если нужно переложить краску в палитру, делаю это мастихином. Этого бывает недостаточно. Каждый новый набор или же купленную по отдельности гуашь я выкрашиваю, чтобы сравнить с тем, что у меня уже есть. Повторяющиеся цвета пойдут для изготовления новых. С помощью выкраски вы определяете, какие из цветов в вашем наборе белесые. И сразу определитесь, как быстро сохнет ваша гуашь. Это плотная краска, ей пишут пастозно. Внизу слой черной гуаши полностью высох. В этом случае я могу сверху писать каким угодно цветом. Кисть должна быть сухой. Для этого с кисти снимают излишки воды, пропитывая тряпкой. Я пробовала писать гуашью в акварельной технике по мокрому. Лист акварельной бумаги мочат с обеих сторон ванной под струей воды или же широкой кистью с обеих сторон. Я писала этот натюрморт полчаса, за это время часто брызгала из пульверизатора, чтобы оставлять лист мокрым. За счет мокрой бумаги и мокрой кисти краска впитывается в соседние цвета, ложится на лист тонко и мягко. Благодаря тому, что гуашь случилась из акварели, то есть была акварель, в нее добавили белила, получилась гуашь, техники, которые свойственны акварели, можно использовать в гуаше. Знаете, эти модные пастельные оттенки гуаши? Если у вас есть только акварели, тюбик титановых белил, у вас уже есть гуашь. У меня есть на эту тему отдельное видео. Ссылку прикреплю в описании. Растекание гуаши по мокрому. Линия фломастером, чтобы видеть, насколько прозрачна краска. Лист смочен под краном. Этим я хочу вам показать, что гуашь растекается. Она может быть прозрачной, может быть плотной. При наличии акварельной бумаги и качественной гуаши для вас открыто поле экспериментов. Для акварелистов отмечу, что ничто никогда не сможет заменить потрясающую прозрачность акварели. Любой материал можно раскрыть по-новому, если пробовать с ним по-разному взаимодействовать. Возвращаясь к плотности гуаши. Гуашью я работаю синтетикой. Если нужно что-то рельефное, какой-то особый эффект, я выполняю его щетиной. Подробно о своих кистях в работе с гуашью я рассказывала в другом видео, ссылка внизу. В том случае, если вы работаете не мокрым по мокрому, а предпочитаете по сухому, у вас большой выбор бумаги.
Она может быть любой плотности и любого качества. Для смешанных техник акварельная целлюлоза или же просто ватман для детского творчества. Гуашью по тонкой бумаге вполне можно писать. Для того, чтобы последующий лист не пошел волнами, я подкладываю картон. Ну а для техники по мокрому понадобится акварельная бумага. Растрескивание или осыпание красочного слоя возможно в случае, если краска нанесена слишком толстым слоем. Работы, выполненные гуашью, не стоит сворачивать, потому что можно повредить красочный слой и бумагу. Свои работы я не закрепляю, потому что они в скетчбуках, в папках, без доступа света и пыли. Но если бы мне пришлось закреплять, я бы взяла или универсальный фиксатив для графики, или специальный для акварели, или холодный воск. Фиксатив для графики покрыл тонкой пленкой гуашь, она перестала быть бархатной. То же самое случится с покрытием гуаши холодным воском. Если пробовали специальный закрепитель для акварели, дайте знать. Гуашевые работы художественной ценности, как и, кстати, акварельные, оформляют под музейное стекло. Оно не пропускает солнечный свет, являясь фильтром, который блокирует ультрафиолетовое излучение. Свой пленэрный этюд я оформила в фотораму, вместо стекла здесь пластик. Пожалуй, это будет пример, как не следует оформлять художественные работы. Но в моем случае дешевый вариант и быстрый вариант был самым лучшим. Музейное багетное стекло. В этой раме у меня 2 работы масляной пастелью. В нижнем слое здесь гуашь. Паспорту является обязательным условием оформления. Когда гуашь в тюбиках не плотно закрывается, она сохнет. Я собираюсь восстановить гуашь. Для этого мне нужно разрезать тюбик и вытащить сухую краску. Заливаю теплой кипяченой водой. Не кипятком, потому что кипяток изменит структуру гуаши. Гуашь с водой постояла несколько часов. Можно теперь перемешать, пользоваться. Консистенция получилась жиже, чем я хотела. Добавила слишком много воды, но тем не менее этим тоже можно пользоваться. Этим видео я подняла основные моменты в работе с гуашью. Можно еще продолжить разговор о том, для каких целей какая гуашь. Обязательно оставляйте комментарии и ставьте лайки. До встречи на моем канале.